На острове в Германии. Ты не спалился, мы не спали. Завтракаем мыслями. Так, все, 3 минуты до нашего трамвая. Вроде все взяли. С Богом. Время 4:57. Беру доску. И наше путешествие начинается. Примерно вот таким макаром. Впереди 16 часов поездов. Я не знаю, как мы доедем. Но надеюсь, что все будет без конфузов. И мы сумеем четко приехать. Без проблем. После восхождения на Цугшпице мне в голову вдруг пришла идея. Хочу на море. И в голове сразу вопрос, а есть ли море в Германии? И как оказалось, есть, и даже не одно. Германия омывается Балтийским и Северным морем. И в процессе ресерча я выбрал все-таки Северное море, остров Зюльт. После чего объявил брату, он согласился, и уже через пару дней мы были в пути. Ой, я так хорошо поспал в поезде, вообще аккуратно. Ты выспался? Ты вообще не спал, да? Суши и кофе. Жесть. Довольно. Блин, я что-то растерялся. Ладно, сейчас расскажу. Ну, когда, короче, меня бесит это слово. Короче. Это слово паразит вообще. Опять короче. В общем, когда ехали в Нюрнберг, я выспался вообще замечательно и классно. Макс просто заметил, что здесь нету вот этих штук, куда можно голову свою оставить. Вот, я ехал там, в общем, ложусь на правую сторону. У меня затекает правая булка, видимо, там какой-то нерв передавлен. У меня нога начинала отниматься. И потом я, короче, передвигался на другую, ложился на левую сторону, туда во флиску. Видео, кстати, было, Макс снимал. У меня, короче, затекала левая нога, тоже отнималась. Я, короче, вот так вот каждые 10 минут с одной на другую сторону, с одной на другую. Ничего, вроде выспался. Здесь ты можешь просто на рюкзак взять. Так, ваши эмоции. Мы едем уже 8 часов, половина пути пройдена. Как вы себя чувствуете? Нормально. Спать хочется чуть-чуть. Очень много народу. Да. И все понимают русский язык. Чё, время 18:03, наша последняя пересадка должна была быть здесь. Это у нас, как он называется? И если быть вкратце, то наш поезд из Гамбурга опоздал на 20 минут, и поэтому тот поезд, на который мы должны были пересесть, уехал раньше. Конечно, печально, потому что мы хотели приехать раньше, отойди там после. Хотели приехать раньше и найти место, где там переночевать, как минимум. Сегодня, значит, это все будет интереснее. Будем уже по темноте там ходить. Германии. Было уже поздно и темно, поэтому мы не стали снимать то, как мы ищем место ночлега. Но посмотрите на то, что мы увидели, когда ложились спать. Такого звездного неба я не видел еще никогда. Я так долго не мог уснуть, разглядывая Млечный, радуясь, как ребенок, каждый падающий звезде. Так, ну что, доброе утречко. Время 4:54. Пора вставать.
влажно было. Спальник весь мокрый. Но в целом было тепло. Ну все, собрали вещи, выдвинулись. Решили посмотреть немножко на маяк. Вот на вот этот. Так, ну что, мы на море. Ю-ху! Все морские туристы сначала проверяют воду на солёность. Nice. Такой средний помол солости. Нормально. Средней солености? Да, средней солености такая. Пойдет. Мы где? Мы в центре Вестерланда. Мы сейчас идем на пляж, ну, в ту сторону. У нас время 7:09 уже. И да, день начинается. В общем, в этот день мы почти ничего не снимали. Нам хотелось просто кайфануть и побыть максимально в моменте здесь и сейчас. Поэтому тяжелая камера почти весь день провела в рюкзаке, а мы наслаждались хорошей погодой. Ну это кайф вообще. Погодка просто шикарная. Загораем, купаемся. Вода прохладная, но на этом море. Класс. Еще одно море в копилочку. Северное. Че, Макс, как тебе отдых на море? Запинаешься? Почему? Да. Солено и тяжело. Солено, тяжело. Как еще пишешь? Еще одно слово подбери. Прилагательное. Ветрено. Ветрено. Кто-то спрятался наполовину от солнечных лучей. Я что-то подгорел немного. Посмотрите, я шоколадный заяц. Ласковый Вячеславец. Я зажарился сегодня конкретно вообще. Курочка гриль. Да, копченая. И я вот сейчас хочу не пережариться, а то подгорит и будет невкусно. Так что да. Всем пока. Итак, Зюльт, либо же Король Севера. Это самый крупный среди северных островов Германии. Здесь просто шикарные песчаные пляжи, которые в целом подойдут как для спокойного отдыха, так и для занятий серфингом. Кстати, если говорить о серфинге, то по большей степени, благодаря сильным ветрам, здесь развит виндсерфинг. Хотя обычный серфинг здесь тоже есть, и есть школы, где вы можете приобрести курсы или взять в прокат доску. В 2023 году этот остров был включен в список 50 лучших мест для посещения по версии журнала Time, что также подтверждает его уникальность и привлекательность для туристов со всего мира. Когда мы забрались на дюну, мы заметили корабль, и я решил испытать свой дрон на дальность полета. Как выяснилось, это рыболовное судно. Они добывают различные морепродукты, которые потом попадают на столы местных ресторанов. Вообще интересно, что рыболовство на этом острове – это не только работа, но и традиция, которую передают поколение в поколение местные рыбаки. Они знают море, приливы, отливы, поэтому
Пролетая над кораблями, невольно задумываешься, что за этими небольшими судами стоят целые вековые истории. Встали. В целом, это была хорошая ночь, было достаточно тепло, даже жарко, ветра почти не было. Красиво здесь и все классно, за исключением одного, но мы спали в месте, где такое ощущение, что комары берут свое начало, что они здесь просто появляются и потом распределяются по всему миру. Потому что всю ночь они нас жрали, вот всю ночь, как только мы легли, гул поднялся. Они искусали вообще, мне просто ботоксом нафигачили все мои губы, блин, это как водохранилище крови, блин, для комаров, мне кажется, насколько это кровь. В общем, это ужас, кошмарная ночь в плане комаров, но в остальном все круто. Собрались, у нас нет воды, правда. Пойдем сейчас на пляж, посмотрим, какие там волны. И надо будет в город за водой, потому что воды у нас нету, даже приготовить завтрак и прочие штуки. Так что, как-то так начинается мой день. Так вот он начинается в таком месте. Что сказать? Волны максимально маленькие, даже не получается к доске немножко привыкнуть. Не хватает мощи в волне, чтобы меня подхватить. Я учился на доске в 2 раза больше, чем это, и мне максимально непривычно. У меня всего 4 или 3 дня вообще, в принципе, практики обучения серфингу. Так что я прям с самого нуля начинаю с азов. И ну попробую что-нибудь, что получится. Тут нормальный план нет. Расстроенный человек. Мне нужна мощь! Ну что потрогать? Только правой рукой, чтобы электричество не парило. Первый раз в жизни вижу медузу. И раньше никогда не видел. Если поймать. Она такая, как масленок слизкая, как крит. Краб. Нифига. Что, он меня больно укусит, да? Давай попробуем. Я хочу посмотреть на это. На руку грех отца. Греку, да. Я не вижу еще ничего. Резко пришла непогода, дождь, ветер, поэтому мы решили быстренько свинтить с пляжа. Я чувствую себя бомжом. Я в гидрокостюме, с тентом, с походным рюкзаком, с доской и с пляжа. Слава! Чё? Да нормально, если все, закручивай. Так, ну что, небольшая рекомендация для тех, кто поедет все-таки на Зюль сюда. Магазин Реви. Это недалеко от Банхофа, вот там поезда ездят на заднем плане. Цены приемлемые и очень большой ассортимент. Если захотите что-то купить из продуктов, и не только из продуктов, то прям все есть. До этого мы были вчера в Лидле, ездили около часа, минут, наверное, 25 мы потратили на то, чтобы туда доехать. Но для того, чтобы вернуться, мы потратили еще больше, потому что в обратную сторону не ходили ни автобусы, ничего. Так что большая рекомендация пойти именно в этот Реви. Очень удобно, что здесь рядышком и прямо в центре от Вестерланда. Смотрите, у меня тут новые друзья.
вообще не боится, не переживает ни о чем, кайфует от жизни. Так, ну что, доброе утро. Я вот завтракаю мюслями. Сегодня, скорее всего, последний день, что мы здесь на острове. Потому что завтра ночью, ну, следующей ночью, обещают дождь всю ночь, там, с 2, по-моему, до 5 или до 6. Или вообще до 8. Поэтому мы решили, что эту ночь мы спать не будем. Сегодня весь день проведем на море. И потом двинем, скорее всего, на вокзал. И самым первым поездом вернемся с острова в Германию в целом. Да, план такой. Кайфовать осталось денечек. Сегодня пасмурно. Я сегодня спал классно. Я вчера на серфе тренировался. Мне прям быстро отключился, в общем, вчера устал конкретно. Вот. Такие дела. Все, просыпаемся, Макс там еще харю давит. Время уже 20 минут 9. Как это? Жан, вставай, салам алейкум, вставай, я заебал. Так, ну что, как говорится, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет оправдания, да. Сегодня у нас 3 ночи и 3-й день, как мы на Северном море, на острове Зюльт. Что я могу сказать? Впечатления очень классные. Я до этого не думал, что в Германии есть настолько классное море. То есть здесь есть отдых на любой вкус в целом. Красивые пляжи, оборудованные вот такими будками, которые, я думаю, все уже где-то показывал. В общем, такие будки, есть море. Волнами. Ну, волны прямо сегодня классные. Я уже серфил сегодня, вот доска тут рядом стоит. Сейчас немножко отдыхаю, перевожу дух и позже пойду снова в воду, в море. Да, так что мечтайте и действуйте. Если не действовать, то ничего не имеет значения. Я решил, что я это лето проведу круто, и я его так и провожу. Всем peace, чудесного настроения, классного лета, отдыха и всего самого замечательного. То все. Ну чё? Все готово. Это фалафель. Ну что, приятного аппетита. Получилось достаточно вкусно. У меня тут хумус. Ну как хумус? Фалафель. Равиоли с овощами. Чисто веганское питание. Уже больше 4 месяцев я на веганском питании. Экспериментирую. Пока чувствую себя хорошо. Горячо. Шикарно. В лесу ощущается все по-другому. Все намного вкуснее. Снимаю. Просто идеально. Равиоли. А теперь, Максим, твоя очередь. Я чуть-чуть сжал, но я не Макс. Это был камерамен. Бармен налил. Трусы видно. Все, продал, в общем, я свою доску серверскую, только приобретенную, вместе с костюмом неопреновым тоже.
я решил, что надо доску побольше брать. И для того, чтобы учиться, доска должна быть чуть побольше. Когда я был во Франции, учился, там у нас доски были намного больше, раза в 2, наверное, больше. И на них было супер комфортно учиться. Так что вот, эту я продал за столько же, за сколько я купил. И все, и домой поедем налегке. Да? Идем вот сейчас по побережью. Вот такая вот у нас тут красотища. Здорово, Джеймс Бонд. Go. Блин, ну она умерла. Да ладно! Короче, мы нашли сейчас только что выброшенный план. Тут нету основания. Основание для полагания, что это медуза. Когда вы в последний раз делали что-то в первый раз? Вот я сегодня буду пробовать веганское мороженое. Ни разу еще не ел до этого. Золотая упаковка, не поняла. Ну-ка. О, обычное мороженое. О! Холодно. На зубы отмёрз. Вкусное мороженое с этим, с черникой. Все. Скажите что-нибудь. Холодно. Включили кондей. 2 часа ночи в Макдональдс. Ненормальный. Поезд через 2 часа приедет. Я чувствую, что я начинаю продуваться. Ты что-то слишком бодрый, Макс. Даже спать не хочет вообще. Я кофе не пью. Я хочу домой уже. Еще и шляпу мою подрезал. Бодрость тебе к лицу. Как ты называешь? Смотрите, как кондиционер дует. Эта гадость нас продует. Да. Че в шортах сижу? Да, все, чус. Че, идем на поезд. Прекрасная поездка заканчивается на такой пасмурной ноте. У нас капает дождичек, немножко моросит погода. Но в целом настроение тоже немножко моросит. Ой, блин, в Макдональдсе был кондиционер, у меня глаза аж высохли с этого кондея. Немножечко я там отрубился, посмотрим. Ждем поезд, в поезде лягу просто, вау, часа на 2 нафиг отлечу по любасу. Все, мы в пути и включимся потом в поезде. Что скажете, молодой человек? Спать ложимся. Пока ехать будем сейчас 2 часа в Гамбург. Наверное, поспим. Хочется что-то рассказать, какая была классная поездка, но у меня вообще уже все отключаюсь, так что спать. Сейчас едем, не помню куда. Ильцин. Скажем, получасом чувствую себя намного лучше. Начинаем высыпаться. Магдебург. Уже настроение куда лучше. Слушай, ты выспался? Я чувствую себя человеком человечным прям. У меня прямо энергия и все внутри забурлило жизнью прям. Жрет. Короче, солено-сладко. И это очень хочется пить. Нам ехать еще 4 часа. У нас нет воды. Фиаско. Давай ешь дальше, там прикольно получается. Но ты не так резко. Вообще начинаются. У нас отменили поезд за то, что там типа на путях какая-то проблема, поэтому сейчас будем как-то с Бамберга добираться до Аугсбурга. Без понятия как, потому что нет ни одного поезда, который едет напрямую.
Посмотрим, может, какой-то автобус к нам пригонят, который будет заменять этот поезд. Не знаю, что делать сейчас. Будем разбираться. В общем, мы с Максом и вся вот эта вот толпа ждем автобуса, который заменяет поезд. И мы подходили сейчас в бюро, спрашивали, в итоге сказали, что будут все время ездить автобусы, которые будут туда возить. Но по факту 40 минут еще не было ни одного автобуса. Так, в общем, ситуация следующая. В Бамберге мы простояли около часа, ждали автобус, который в итоге не приехал, к сожалению. Вот, поэтому мы сели на поезд, который едет очень долгим и обходным маршрутом, но, по крайней мере, мы приедем примерно к 12 часам ночи в Аугсбург. Так что сейчас едем на Вюрцбург, и с Вюрцбурга уже будет прямой поезд на Аугсбург. Вот, как-то так. Поменялись наши планы, растянулось путешествие. Получается, что мы будем в пути 20 часов. Итак, Вюрцбург. Осталось 3 часа ехать в Аугсбург. Сейчас идем на последнюю пересадку. Я надеюсь, что на последнюю пересадку. Все, едем. Ну все, на этом заканчивается наше приключение, надеюсь. Нам осталось до дома только доехать. Время 12. Едем домой. Мне кажется, тебе чего-то не хватает. Einen schönen guten Abend. Ach so. Moin. Moin. Пошли домой. 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 Сейчас красный, куда пойдешь? Домой. Беспредельщик на красный идет. Какой есть. Этим роликом я хотел вам показать, что в принципе яркие впечатления не всегда равно огромный бюджет. Куда важнее искреннее желание, энтузиазм и, конечно, немного смелости. Блин, мы спали под открытым звездным небом. Каждый день наслаждались Северным морем, свежим воздухом, горячим, как сковорода, солнцем, свободой, потратив при этом практически нисколько. И получив куда больше эмоций от того, что каждый день был полон неизвестности, импровизации и неопределенности. Мы не знали, где мы будем ночевать, куда поедем на следующий день и где вообще будем кушать. Мы просто были в моменте здесь и сейчас, кайфовали. Конечно, мы много часов проводили в пути, но по итогу увидели невероятные места и получили просто незабываемый опыт. Пусть этот ролик станет напоминанием. Если ты хочешь путешествовать, не жди идеального момента или большого бюджета. Просто собирай рюкзак и отправляйся в дорогу. Впечатления бесценны. Ну и, конечно, действуйте, верьте в себя, будьте смелыми и любите.